беру свой ригелин и вот этот угол ригелина кладу на срез линии низа юбки. Прокладываю шов на ширину лапки. Шов прокладываю по кругу. Что значит ширина лапки? Для тех, кто впервые сталкивается с таким термином, быстренько объясню. Это место от прокола иглой до края лапки. Я уже почти закончила свой шов и хочу еще на один нюанс обратить ваше внимание. Эластичность самой тесьмы, сама растяжимость этого ригелина, она такая, что его не надо утюжить. Он под лапкой машины сам выгибается. И получается, что вот этот край ригелина у вас не растягивается, а вот этот чуть-чуть вы ему придаете нужный изгиб. Я просто видела, как некоторые мастера перед тем, как пришивать, утюжат. Вот в данной ситуации не надо ничего утюжить, это лишняя работа. Вот теперь внахлёст выкладываю ригелин и до линии середины спинки, до вот этого шва. Вы видите, я начинала приблизительно сантиметров на 6-7, не доходя до этого шва, начинала притачивать свой ригелин. И заканчивать, пришивать я буду тоже на 6-7 сантиметров, но дальше этого шва. Но я сейчас двигаюсь только до линии середины спинки. И вот этот край я по-прежнему стыкую со срезом юбки, со срезом линии низа юбки. Останавливаюсь и обращаю ваше внимание. Теперь вот этот ригелин я убираю в сторону вот таким образом. И он таким образом сходит мягко на нет. Здесь ничего не растягиваю, просто отодвигаю рукой. Совершенно спокойно убираю его в сторону. И завершаю свой шов закрепкой. Срезаю лишний ригелин вот таким образом. Теперь утюжим, перегнув вот таким образом, отутюживаю всю линию по кругу. Линию низа юбки. Теперь отгибаю свой ригелин вот таким образом. Подтягиваю тафту, чтобы просто натянулся край материала, чтобы такая узенькая аккуратная полосочка у нас здесь оставалась. И практически в шов, только что проложенный, рядом с ним вплотную расстояние меньше миллиметра по тафте прошиваю еще один сточной шов. Так полностью всю юбку по кругу. Вот такой аккуратный результат у нас получается. Расстояние меньше миллиметра, как я сказала.